Unboxing. Насколько спелый этот арбуз. Это щуп для осциллографа. И сам осциллограф. Это новая версия. Слушай, коробочку. Кто именинник? Кому кусочек пирога? Осциллоскоп. 3 в одном. Уже прошло довольно много времени с того момента, когда я делал обзор на предыдущую версию этого прибора. И вот у нас на обзоре новая версия, теперь это уже не 2 в одном, тестер электронных компонентов с функцией осциллографа, как это было раньше. Новый прибор это 3 в одном, усовершенствованный осциллограф, усовершенствованный по сравнению с предыдущей версией. Опять же, тестер электронных компонентов и функциональный генератор, который работает по принципу DDS. О принципе работы DDS генератора я рассказывал в предыдущем видео, и мы с вами делали такой генератор на Arduino. Хотелось бы сразу в начале видео перечислить все основные улучшения. Предыдущую модель TC2 можно было бы назвать как тестер электронных компонентов с дополнительной функцией осциллографа. Новый прибор TC3 они позиционируют уже как осциллограф плюс генератор и плюс тестер электронных компонентов. Генератор — это новая функция в приборе, мы о ней поговорим чуть позже. Основные улучшения коснулись именно функции осциллографа. Изменено управление осциллографом, им стало гораздо удобнее пользоваться, вот реально на порядок удобнее. На мой взгляд, в предыдущей модели управление осциллографом было непродуманным. Кроме того, в 2,5 раза увеличена полоса пропускания по аналоговому каналу и в 4 раза увеличена частота сэмплирования осциллографа. Это стал простой, не самый навороченный, но все-таки нормальный осциллограф, которым можно пользоваться, а не просто дополнительная функция осциллографа. Еще одно важное улучшение касается функции тестера электронных компонентов. При проверке электролитических конденсаторов прибор показывает ESR. Предыдущая версия показывала только емкость и уровень потерь, напряжение потерь. Емкость встроенного литий-ионного аккумулятора осталась прежней, 1500 мАч. Уровень заряда теперь отображается на дисплее. Не знаю почему, но в предыдущей версии этого не было. От полностью заряженного аккумулятора прибор работает реально долго. Я специально зарядил его, поставил в режиме осциллографа работать. Он проработал весь световой день, наверное, часов 8 или 10. Прибор может делать звуковую прозвонку цепей, как это делает мультиметр, только без каких-либо задержек, которые, кстати, есть у некоторых мультиметров. Может измерять постоянное напряжение до 40 вольт, что можно использовать как дополнительный вольтметр, если, например, на вашем мультиметре задействована какая-то другая функция. Может проверять напряжение стабилизации стабилитронов, измерять температуру с помощью 2 видов внешних датчиков. Можно использовать далласовские датчики 18B20, а также DHT11. Есть встроенный инфракрасный приемник, с помощью которого прибор может определять, что посылает ваш пульт дистанционного управления. То есть можно посмотреть ID пульта и можно посмотреть код нажатой кнопки на этом пульте. В некоторых случаях эта функция может быть уникальной и довольно полезной. В общем, друзья, вот такой, я бы сказал, много в одном прибор. Такая маленькая, легкая радиоэлектронная лаборатория в кармане. Комплектация прибора такая же, как в предыдущей версии. Точно так же продается в 2 наборах. Стандартный набор в коробочке чуть дешевле и чуть дороже с дополнительным осциллографическим щупом, который вы видите сейчас на экране. С этим щупом мне пришла еще пластмассовая отвертка для калибровки делителя этого самого щупа. У осциллографа нестандартные гнезда для подключения проводов, поэтому в комплекте идет вот такой переходник. В базовой же комплектации с прибором идет вот такой провод с 2 крокодилами. К сожалению, он только один. Я бы хотел иметь хотя бы 2 таких провода. Мне таким проводом пользоваться довольно удобно. Как переходник, так и провод, видимо, можно заказать отдельно при необходимости. Дополнительный стандартный щуп расширяет диапазон напряжений, с которыми можно использовать осциллограф, потому что в нем есть делитель 1 к 10. Минимальная чувствительность осциллографа — это 10 вольт на деление. С нормальным щупом можно ее расширить до 100 вольт на деление. Грубо говоря, мы можем воткнуть осциллограф в сеть 220 вольт и посмотреть там форму сигнала.
Если вы занимаетесь импульсными блоками питания, то такой дополнительный щуп вам будет необходим, поэтому лучше выписывать прибор в максимальной комплектации. Качественно отпечатанная инструкция в виде вот такой книжки на нескольких языках, в том числе и на русском. Иногда инструкции читать полезно. Я, например, читаю. Все кабели прибора упакованы вот в такой черной коробке. Там USB Type-C провод, стандартные щупы с крокодилами и еще 3 дополнительных проводка с клеммами-крючками. Они нужны для тестирования таких деталей, которые в силу их габаритов или диаметра выводов невозможно установить в ZIF-панельку прибора. Тогда в качестве удлинителей можно использовать эти разноцветные провода. Хотя, собственно, здесь можно использовать вообще любые куски провода. Как и у предыдущей модели, у нового прибора на задней стенке есть откидывающаяся подставка, которая помогает установить его на столе в удобное положение. Как и раньше, у прибора 3 гнезда на верхней стенке, но вместо выхода прямоугольного сигнала с изменяемой скважностью у нас теперь выход функционального генератора, обозначенный как DDS. Первое гнездо – это вход вольтметра. У нового прибора до 40 вольт, у старого до 16. Включается прибор коротким нажатием на красную кнопку. Мы мгновенно попадаем в меню выбора режима. После выключения запоминается последний использованный режим. Если мы выключили прибор, находясь в осциллографе, то и когда мы включим, то увидим осциллограф. Кнопкой вправо можно листать режимы. Вот сейчас генератор, дополнительные инструменты, тестер компонентов и осциллоскоп. Всего 4 режима. Нажимаем ОК, попадаем в осциллограф. Управлять осциллографом стало в этой модели намного удобней. Мы можем перемещаться по параметрам влево и вправо, выбирая нужный нам параметр, чтобы его настроить. Хотя это кажется естественным и очевидным, но почему-то в предыдущей версии параметры можно было выбирать только одной кнопкой, перемещая выделение параметра вправо. Видите, на этом осциллографе нужно, чтобы попасть сюда, нужно прогнать вот так по кругу, потому что вот эта кнопка, она не работает вправо, она исполняет другую функцию. То есть здесь все нормально, логично, параметр меняем. Выбираем параметр и меняем его значение. Синим выделяется активный параметр, который мы регулируем. В данном случае это чувствительность. Это делитель щупа, и влияет он только на отображение здесь цифр. Если у нас включен щуп 1 к 10, то здесь у нас будет показана реальная чувствительность с учетом делителя. Ну и соответственно здесь все напряжения тоже будут отображаться правильно. Традиционно в этих осциллографах можно сделать очень медленную развертку. Если вам нужно посмотреть какой-то медленно меняющийся процесс, то вот можно включить 1 секунда на деление, 2 секунды на деление, 5 секунд на деление, 10 секунд на деление. Какой-то очень-очень медленный процесс можно наблюдать. Получается, что ширина экрана, ось X, это у нас 2 минуты. Такое временное окно 2 минуты. Максимальная частота, да, вот 1 микросекунда на деление. Переключатель закрытый, открытый вход. Следующий, видите, здесь пимпочка подсветилась синим, это уровень синхронизации. Это режим синхронизации по фронту либо по спаду. Следующий режим – это режим развертки. По умолчанию у нас стоит автоматическая развертка. Нормальная. Что значит нормальная? Нормальная – это когда происходит синхронизация. Пока происходит синхронизация, то есть пока осциллограф определяет, что на входе у нас есть какой-то сигнал, запускается развертка. Как только сигнал пропадает, развертка исчезает, то есть все останавливается. Это называется нормальным режимом, хотя в основном всегда все используют осциллограф большую часть времени именно в режиме автоматической развертки, когда развертка работает всегда, независимо от того, поступает на вход сигнал или нет. И третий режим – это одиночная развертка. Удобно для того, чтобы отловить какой-то быстрый процесс. Один раз она происходит, а потом мы можем растянуть на экране и посмотреть, что там произошло. Перед работой вот такой осциллографический щуп нужно откалибровать. Как это сделать? Переводим делитель щупа в режим 1 к 10. В режиме осциллографа вот этот выход, который подписан DDS, он у нас выдает прямоугольный сигнал меандр с частотой 1 кГц. Это стандартный калибровочный сигнал. Он присутствует во всех осциллографах. Есть и вот в этом.
Служит он для проверки работоспособности прибора и для калибровки вот такого осциллографического щупа. Подключаем вот так второй провод наш, вот этот провод, и соединяем. Поскольку мы используем один и тот же прибор, землю можно не подсоединять. Она уже включена внутри прибора. Возьмем отвертку, которая есть в комплекте. Это пластмассовая отвертка. Она должна быть именно пластмассовой, чтобы емкость нашего тела не влияла на настройку щупа. И вот здесь в нашем щупе есть вот такое отверстие. Там подстроечный конденсатор внутри. Видите, я вращаю движок конденсатора и видим, как меняются фронты нашего сигнала. Наша задача, поворачивая подстроечный конденсатор, добиться изображения идеального прямоугольника. Все, щуп у нас откалиброван, можно пользоваться. Сигнал приходит вот с этого осциллографа вот сюда. Частота 80 кГц, прямоугольный сигнал, а скважность 50%. Вот так наш осциллограф показывает прямоугольный сигнал с частотой 80 кГц. Дело в том, что для прямоугольного сигнала частотой 80 кГц для вот такого осциллографа вот это очень хорошее отображение прямоугольного сигнала. Идеально показать именно прямоугольный сигнал очень трудно, потому что прямоугольный сигнал содержит в себе огромное количество гармоник, и чтобы нам вот эту частоту 80 кГц идеально показать прямоугольный сигнал, осциллограф должен обладать полосой пропускания по крайней мере, я не знаю, мегагерц до 100, наверное. Тогда у нас будет более-менее красивый прямоугольник. У этого осциллографа полоса пропускания 500 кГц, и для него вот такое качество прямоугольного сигнала, который он показывает, это очень хорошо. Именно на частоте 80 кГц. Можем попробовать уменьшить эту частоту. Вот так показывает на 40 кГц. 20 кГц вполне прямоугольник. Сейчас, если мы сделаем наоборот, попробуем вот здесь, на этом приборе с более низкой полосой пропускания, подать вот с этого прибора частоту прямоугольного сигнала 20 кГц вот сюда, и мы посмотрим, как этот будет отображать то же самое. Видим здесь более заваленные фронты на частоте 20 кГц. А если дальше будем увеличивать частоту, давайте попробуем те же 80 кГц поставить ему. Здесь я уже не могу сделать другую развертку, вот это максимум, что он может. 80 кГц у нас здесь превращаются почти что в синусоиду. Здесь у нас полоса пропускания аналоговых входов 200 кГц, а здесь 500 кГц. Вот такая разница. Новая фишка этого прибора – это функциональный генератор. Меню генератора мы видим в 6 пунктов. Это 6 различных форм сигнала. Первый – это синусоида. Второй – это прямоугольник, то есть меандр. Третий – это импульсный сигнал, то есть тот же прямоугольник, но с регулируемой скважностью. Четвертый – это треугольный сигнал. Пятый – это треугольный сигнал с изменяемым наклоном треугольника, то есть можно из него сделать пилу, либо восходящую, либо нисходящую пилу. И шестой пункт – это источник постоянного напряжения, то есть какое-то калиброванное постоянное смещение. Максимальное выходное напряжение генератора во всех режимах это 3,3 вольта. Можно также менять амплитуды выходных сигналов тоже от 0 до 3,3 вольта. Частоты выходных сигналов можно установить от 1 Гц до 100 кГц с точностью 1 Гц. В общем-то, это все про генератор. Давайте перейдем к тестеру компонентов. Здесь добавили измерение ESR при проверке электролитических конденсаторов, а в остальном тестер работает точно так же, как и в старом приборе. Как раз не хватало измерения ESR, и его добавили. Если мы будем проверять не электролитические конденсаторы, параметр ESR не показывается. ESR, конечно, есть у всех конденсаторов, в том числе и не электролитических, керамических и других, но для них он не имеет особого практического смысла, как для электролитов. Светодиод. Причем абсолютно без разницы, какой полярностью подключать светодиод. Хотя светодиод у нас компонент полярный. Любые диоды, в том числе и светодиоды, вы можете подключать в любом направлении к двум любым пинам ZIF-панельки. Можно также проверять стабилитроны с напряжением стабилизации до 32 вольт.
специально для стабилитронов предусмотрены вот эти 3 пина, подписанные А и К, что очевидно означает анод и катод, и вот именно так сюда нужно подключать стабилитрон. Конечно же, можно проверять резисторы, хотя это быстрее делать обычным мультиметром. Это транзистор BC549. Прибор показал его структуру, распиновку, определил коэффициент усиления, напряжение на базе и показал ток коллектора. Этот и подобные ему приборы очень удобно использовать для определения неизвестного транзистора. К примеру, вы выпаяли какой-то транзистор из какой-то платы и не знаете, какая у него распиновка, что это за транзистор, вообще рабочий он или нет, и вообще транзистор ли это. Иногда бывают детали, они не транзисторы, но с виду похожи на транзисторы. Например, вот этот, в кавычках, транзистор оказался тиристором. Вставляем в прибор, проверяем и принимаем решение, можем ли мы повторно использовать этот транзистор в какой-то своей схеме. Кроме того, для некоторых конструкций нужно подбирать транзисторы по параметрам. Например, из нескольких одинаковых транзисторов мы можем выбрать 2 близких по параметрам для дифференциального усилителя. Я слышал, что данный прибор плохо работает с германиевыми транзисторами, которые еще встречаются у радиолюбителей, и некоторые даже любят делать усилители на германиевых транзисторах. Вроде как производители заявили, что это проблема прошивки, чисто программная, и она будет исправлена в следующих версиях. К сожалению, я не могу это проверить. У меня здесь в Турции нет ни одного германиевого транзистора, когда как во Владивостоке у меня остался реально целый мешок старых советских германиевых транзисторов, и я по ним скучаю. Хотел сделать германиевый усилитель, но как-нибудь потом. Можно проверять индуктивности. Вот, например, дроссель, который я выпаял из импульсного блока питания. Прибор показал, что это катушка индуктивности. Индуктивность ее 4,7 миллигенри и сопротивление постоянному току 0,2 Ома. Можно настроить громкость звукового сигнала, яркость дисплея, посмотреть версию прошивки. Доступ к этому меню находится в режиме осциллографа под кнопкой «Меню». Вот такой прибор, сочетающий 3 в одном. В моих условиях сейчас это просто офигенная штука, он мне очень помогает. Если вы занимаетесь аудиотехникой, звуковой техникой, как я, вот этого прибора вполне достаточно для настройки любых звуковых устройств, усилителей, каких-то гитарных педалей, всего, что связано со звуком. Вот этого прибора вполне достаточно. Он закрывает все потребности. Конечно, если вы занимаетесь высокочастотной техникой, вам нужен будет еще хороший современный дорогой осциллограф. Но даже в этом случае такой прибор вам пригодится как дополнительный осциллограф, как тестер электронных компонентов, потому что эта функция проверки на работоспособность, подбора радиоэлементов, определения, например, неизвестных транзисторов, она нужна всем радиолюбителям, всем электронщикам, которые занимаются любой техникой, высокочастотной, низкочастотной, звуковой, импульсной техникой, цифровой техникой. Любому человеку, который занимается электроникой, ему требуется тестер компонентов хороший.